Грандиозное наследие Рембрандта содержится в самых солидных коллекциях. Оно продолжает интересовать публику и непрестанно изучается специалистами. Однако волнующих загадок становится все больше. Чтобы убедиться в этом, достаточно присмотреться к коллекции Государственного Эрмитажа. Картина приобретена 2,5 века назад, при Екатерине Великой. Безусловный шедевр и один из знаковых символов музея. Недаром воспроизводится на буклетах. Но, как ни удивительно, до сих пор нет согласия по поводу сюжета и кто изображен. Страница сайта Государственного Эрмитажа. Аман узнает свою судьбу. Так сейчас называют этот холст музейщики. То есть перед нами история из библейской книги «Эсфирь». Ее сюжетные повороты в подробностях изображены Рембрандтом и живописцами его круга. Шедевр Рембрандта из собрания музея имени Пушкина представляет основных героев истории Амана. Мы сравним две картины – московскую и петербургскую. Обе написаны в поздний период творчества Рембрандта, в 60-е годы XVII века. Обе в мифоисторическом жанре. Сюжетно, как предполагают, картины очень близки, посвящены следующим один за другим эпизодам Библии. На московском холсте трапеза царя, царицы и правителя. Момент разоблачения последнего. На петербургском разоблаченный Аман отправляется на казнь. Что ж, если это так, мы встретим на полотнах общих персонажей с вполне определенными личностными характеристиками. И наверняка обнаружим не только внешнее сходство между ними, но и тождество их связей друг с другом. Итак, на перу Эсфирь жена царя Артаксеркса разоблачает визиря Амана. Визирь замыслил перебить иудеев в Персидском царстве. Он взревновал к Мордохею, разоблачившему заговор против Артаксеркса и зато награжденному честью проехать по городу на царском коне в царских одеждах. Картина учителя Рембрандта Питера Ластмана Мордохей держится на коне, словно прирожденный кавалерист. Ему и царские горностаи впору. Униженный Аман завистливо поглядывает на соперника. В отместку он закручивает коварную интригу, использует для этого дружеское доверие царя. Картины Арта де Гельдера. Вот как пишет Арт дружескую попойку царя и визиря. С юмором изображает обоих типичными голландцами. О том, что место действия библейское, восточное, напоминают одежды и апельсины на столе. Апельсины, судя по картинам Арта, ученик Рембрандта полагал основной закуской к выпивке у персиян. Мудрец Мордохей учит Эсфирь, как спасти соплеменников. Отважная Эсфирь открывает глаза царю на происки свирепого Амана. Артаксеркс возмущен кознями бывшего друга. Визирь казнен, Мордохею же царь передает перстень с печатью правителя. Враги иудеев перебиты, Мордохей и царица совершенствуют персидское законодательство и учреждают ежегодный праздник Пурим.
Среди иудейских праздников он считается самым веселым. Страницы Библии иллюстрированы выразительными и очень внятными картинами Арта де Гельдера. Они помогают понять не менее выразительную, но при этом куда более загадочную картину Рембрандта. В центре холста богато одетый мужчина, однако материальная обеспеченность явно не радует его. Действительно, если это Аман, радоваться ему было уже нечему. Он разоблачен и незамедлительно будет повешен на дереве, которое сам выбрал для казни Мордохея. Посмотрим, как изображали падение Амана близкие Рембрандту художники. Товарищ молодости Ян Ливенс, нарочито брутальный Аман растерян. Земляк, лейденец Ян Стен, Аман хотел бы отпереться, да не находит душевных сил, даже уронил бокал. Ученик Рембрандта Ян Викторс, похожий на оперного злодея, Аман откровенно испуган. Арт де Гельдер реализует тему, намеченную в рисунке Рембрандта. Другая картина де Гельдера «За горкой апельсинов» в отчаянии Аман закрывает лицо руками. Рисунок еще одного ученика Рембрандта. Умоляя пощадить, визирь грохается на пол перед Эсфирью. И, наконец, две картины, написанные в последнее десятилетие творчества Рембрандта, 60-е годы 17-го столетия. Совершенно раздавленный Аман на знаменитом шедевре из музея имени Пушкина, а также Аман на незавершенном холсте из мастерской Рембрандта. Царь вынес карающий приговор, подступает суровый конвой, бывший визирь продолжает униженно молить о пощаде. Таким в роковой для него момент увидели Амана художники – коварным и малодушным, жестоким и глупым. Слишком расходятся эти характеристики с обликом человека на Эрмитажной картине. Лицо его, в отличие от физиономии Амана, выражает погруженность в какой-то сложный комплекс душевных переживаний и мыслей, тогда как Аман примитивен. Таков он в Библии, таков на полотнах, написанных великолепными мастерами, включая Рембрандта. Мы застаем его на картинах испуганным, низким, полностью сокрушенным, раздавленным. В противоположность ему человек в тюрбане выглядит более чем достойно. Да, ему явно не сладко. Правую руку прижал к груди, словно сдерживает душевную боль, левую заткнул за пояс. Характерный мужской жест. Мы непроизвольно прибегаем к нему, стремясь выказать невозмутимость, стойкость к перемене участи. Плечи он держит прямо, как полагается герою. Кем бы ни был этот человек, бесспорно одно – он вызывает интерес и пробуждает сочувствие. Вряд ли Рембрандт был антисемитом, наделившим столь симпатичными чертами коварного Амана, гонителя иудеев.
и уж совершенно невероятно, что он вдруг сделался им на период написания одной картины. Восточную челму увенчивает корона. На плечах горностаевый мех. Поверх горностая еще один атрибут царского достоинства – цепь. По всем признакам один из библейских царей, рожденных кистью Рембрандта. Да только Артаксеркс ли это? Лицо царя обрамлено густой бородой. На фоне ее свежо алеют губы. Это губы отменно здорового, очень плотского человека, настроенного вкушать земные наслаждения. Румянец на щеках свидетельствует о безмятежности духа. Очевиднейший контраст с душевным состоянием Артаксеркса. Библейский Артаксеркс оскорблен и разгневан. Его постигло разочарование. Бывшего, быть может, единственного своего друга он послал на казнь и сам потрясен этим. Картины Рембрандта и близких ему мастеров передают оттенки переживаний царя. Удовольствие, тихой мечтательности, какой сияет лицо на Эрмитажной картине, среди них нет. Это наблюдение не прибавляет уверенности, что Эрмитажная картина названа правильно. Однако не будем спешить с выводами. За плечом человека в тюрбане еще один персонаж. Кто же он? Кто еще был участником сцены, когда открылись глаза царя на злодейство Амана? Ну, конечно, Исфирь, собственно, она и открыла. Неоконченная бухарестская картина из мастерской Рембрандта. Исфирь – победительница. Аман просит пощады. Артаксеркс делает карающий жест царским скипетром. Приближается стража взять низложенного визиря. Персонажа Эрмитажной картины Исфирь опознать, согласитесь, никак невозможно. Тогда, может быть, это Мордохей? Ведь именно он руководил действиями Исфири. Но Мордохей – двоюродный брат царицы. Он старше ее, но все-таки далеко не такой старик. Ему много еще надо совершить. Царь передаст перстень правителя, который раньше был у Амана, картины де Гельдера, ближайшего ученика Рембрандта. Мордохей будет управлять Персией, а для этого нужны силы и энтузиазм. Мордохей в ту пору выглядел куда как свежее. Впрочем, вспоминается еще один персонаж. Он тоже сыграл свою роль в казни Амана и, рассуждая теоретически, мог быть изображен. Итак, евнух Харбона. Не он ли это? Ранняя картина Рембрандта. Апостол Филипп крестит евнуха. При дворах восточных деспотов евнухи пользовались большим влиянием. Одевались пышно, находясь на страже гарема, были богатырями во всех отношениях, за исключением одного.
штат евнухов старались формировать из чернокожих. Согласно пословице «раз в год и палка стреляет», так что в случае греха утаить шансов не оставалось. На евнуха Харбону опечальный старик Рембрандта похож даже меньше, чем на Мордохея, мудрого брата царицы. Ни у того, ни у другого не было ровно никаких оснований с такой тоской, с таким состраданием смотреть вслед уходящему, если тот злоумышленник Аман. Мы не узнаем здесь героев ветхозаветной книги Эсфирь. Не подтверждают этой версии и другие полотна самого Рембрандта и связанных с ним художников, его учителя, товарищей, учеников. Увы, в экспозиции Эрмитажа нет картины Рембрандта на сюжет книги «Эсфирь». Но предоставим эрмитажникам оплакивать пропажу, а мы тем временем постараемся отыскать, чем восполнить ущерб. Наше исследование продолжается.